Сегодня будем делать невозможные вещи. Этот способ не украден нигде на форуме, это я сам придумал. Такого еще в интернете вообще нет. Многие машины с гидравлическим сцеплением, в них попадает в это сцепление воздух из вот этой вот резинки. Здесь находится резиночка, и со временем, в течение лет 10, у вас начинает она пропускать через себя воздух. Когда она пропускает через себя воздух, у вас падает педаль сцепления. Чтобы нам достать и поменять эту резиночку, нам нужно снять полностью коробку с машины. Это вообще занимает часов 12, у некоторых и 2 дня это занимает. Сейчас я покажу вам способ такой, который я придумал недавно. Правда, придумал я его уже когда сняли коробку, уже все осознал, что можно было сделать. Заменил вот этот вот выжимной я себе. Чтобы не снимать коробку, вам нужно будет сделать одно действие, которое я покажу далее в видео. Вот эту вот скобку вот так поддеть, все, она поддевается, вытаскивается. И только тогда вы можете рабочий цилиндр вытащить. Вот тут на кончике у него находится вот эта резинка. И смотрите далее видео, сейчас буду показывать. Решил сразу вам перед началом всех действий показать еще поближе все это, наглядно, чтобы вы понимали, как все это выглядит. Отщелкивается очень легко она. Вот так щелк, все, отщелкнулась. Она не вываливается, она цепляется кончиками, цепляется за выжимной, поэтому можно ее легко отщелкнуть. Утверждать я, конечно, не буду, то что она не вывалится у вас, но на вот этой машине она не вывалится. На других, возможно, вот эта вот скрепка, защелка, возможно, она вываливается, поэтому аккуратно ее отщелкиваете и вытаскиваете сам рабочий цилиндр из коробки. Вот так выглядит резинка у него на кончике. В 90% случаев эта жидкость вытекает из-за этой резинки, либо попадает в воздух. Находится вот там рабочий у нас на коробке. Вытащил я аккумулятор, чтобы он мне не мешался. Снял ДМРВ, тоже шланг, чтобы это мне не мешало. И далее хотел приклеить изоленту, чтобы не соскакивало сверло, когда я буду сверлить сейчас машину свою, крокодила вот это вот. Приклеить особо не получилось. Коробка скользкая, уже пропитана жидкостью. И берем далее вот такую вот адскую машину для сверления коробок созданную. Хотел я сразу обхитрить судьбу и просверлить сразу большим сверлом, но это не удалось, оно соскальзывает постоянно. Поэтому лучше начинать с маленьких сверл, например, с 5, и далее все выше и выше, примерно до 12 сверла. К примеру, 5, далее идет 10, далее идет 12. Зарядил я сверло 6 или 5 поменьше, и все пошло. Не забываем все это сдувать. Вот первое отверстие просверлено. Далее заряжаем сверло побольше и сверлим это же отверстие, рассверливаем побольше.
Далее я поставил 12 сверло и им уже последний раз досверлил это отверстие. Вот такое отверстие у вас должно получиться, чтобы вы могли туда подлезть отверткой. Дальше в следующих действиях мне поможет камера, которую я уже давно купил, стоит она копейки. Называется она эндоскоп. Ссылку на такую камеру я оставлю в описании. Без нее, конечно, намного тяжелее это все сделать. Уже 1000 раз она меня выручала. И сейчас я буду выводить картинку с этой камеры прямо на экран. Вот так выглядит эта шпилька, вот желтая виднеется в отверстии. Она находится примерно на 3 сантиметрах в глубине. Вот она на маленьком экране показана. Я покажу, как ее отщелкнуть, и дело сделано, цилиндр снят. Отвертку можно взять пинцет маленький и отщелкнуть эту скобу крепления рабочего цилиндра с выжимным, как показано на вот этом маленьком экране. Ну вот и все, 12 часов сэкономлено. Скоба отщелкнута у нас. Теперь можем снимать сам рабочий цилиндр. Для этого нужно отщелкнуть еще боковое подключение такой металлической шланги к нему. Там тоже находится скоба, ее я уже отщелкнул. Как видите, он весь в тормозухе у меня изнутри. Тормозуха шла через вот эту резиночку. Она только менял регулятор, и вот подфартила от него резинка, походу сюда подходит. А так резиночек у меня нету таких. Отлично. Теперь вот только она зашла бы там. И все. Сейчас посмотрим. Теперь перед тем, как ставить рабочий цилиндр, нам нужно обратно защелкнуть эту скобку и далее уже вставлять цилиндр. Убеждаемся, что скобка стоит на месте, что мы ее смогли заткнуть на место, и далее уже можно ставить рабочий цилиндр. Зеленая резиночка не подошла с регулятора давления топлива. Поставил я фиолетовую, была у меня на вот этой шланге одета, а на эту шлангу я поставлю стандартную с рабочего цилиндра. На рабочий цилиндр поставил фиолетовую, она немного толще, чем стандартная.
После этого у меня уже не запускался воздух в систему. Цилиндр нужно вставлять до щелчка. Вот он щелкнул, и все. Далее вам нужно будет прокачать всю систему сцепления. Для этого у меня есть видеоролик с 3 способами прокачки сцепления. Ссылку я на него выложу в описании. Ставьте класс, кому понравилось видео, подписывайтесь обязательно на канал. Всем спасибо, то что подписываетесь, уже больше чем 1500 подписчиков. Сегодня вот что я хотел сказать, чтобы предостеречь вас. Если вы будете на другой машине это делать, что вы должны знать? Вы должны знать, где находится вот эта вот скобочка у вас. Потому что на Cherry 4 Vortex Истине вот в таком положении установлен выжимной подшипник. Вот тут корзина, и вот так вот он идет. Тут спускается воздух, тут подводящая трубочка идет. Если вы на другой машине будете это делать, вам, получается, нужно будет прийти в магазин, взять выжимной, взять рабочий цилиндр, соединить их, посмотреть, как все у вас, как это все расположено, где находится вот эта скобка. И только тогда, когда вы будете точно знать, то что эта скобка в этом месте, ну или в другом сбоку, например, только тогда вы можете сверлить отверстие. Вот. На этой машине она в этом месте, поэтому в этом месте я и сверлил отверстие. Здесь у нас пустота находится, где выжимной. Не течет никакое масло, ничего. Поэтому я и просверлил это отверстие. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.